нам надо привлекать ребят из других видов спорта. Я уже это 100 раз говорю. Вот хорошо то, что у нас там даже поп-арм, да, то есть пусть они не борются этим, но если мы популяризацию хотим, и чтобы люди узнавали этот спорт, знали об этом спорте, пробовали, тогда это будет интересно, понимаешь? Футбол не обязательно быть профессионалом, чтобы играть. Да, там все выходят, мячик лежит, все бросают. Да, я не техничный, но я там бусну там в ворота. Правильно, неправильно, это уже мое дело. Но все знают, что такое футбол. Да, там. Для меня популяризация это не армрестеры внутри армрестлинга. Это футболисты, хоккеисты, теннисисты, там, я не знаю, артисты внутри армрестлинга. То есть задача медийных людей из различных видов, из различных сфер, да, деятельности, затащить и дать им возможность просто постоять, побороться. Это будет популяризация. А то, что сейчас происходит, это армрестлинг внутри армрестлинга. То есть мы сейчас пытаемся провести, и при этом, то есть вот мы крутимся внутри, и никому, разделения нету. Сами армрестлеры. То есть футболисты, там, им пофиг. Кто тут чемпион в армрестлинге, так и непонятно. Так же самое, как и хоккеисты, и всем остальным. Поэтому задача привлекать извне. Все шире. Это будет популяризация. То есть здесь мы уже внутри остановились, понимаешь? То есть мы везде проводим турниры, и везде, в принципе, приезжают одни и те же и борются. По сути, есть какие-то у нас соцсети, видео, каналы, да, там где идет. Но их, кроме там железного спорта, никто не смотрит. Чтобы заставить их посмотреть, надо залезть туда, с ним. Понимаешь? Боксеру, чтобы он поборолся на руках, и все узнали, что вот, ничего себе интересно, что дальше. Таким вот образом. Я даже с некоторыми ребятами уже разговариваю насчет того, что было бы желание. То есть, это все легко и просто, и тут секретов нету, не должно быть, надо просто думать, что такое популяризация, понимаешь? Ну да, не вариться в одном котле. Конечно, то есть это спорт, он остается, но надо взять его. У нас есть поп-арм, допустим, да, там вот блогеры, сильные ребята, между которыми можно устраивать, они, и их аудитория, у них есть аудитория, у тех есть аудитория, она захочет тоже попробовать, начнет какие-то имена узнавать. Но это опять же, это мелочь по сравнению с тем, что можно делать. Везде нужно делать. И, грубо говоря, есть турниры, где мы там заряжаем какие-то большие деньги для спортсменов, да, а привлечь из другого вида спорта каких-то медийных ребят побороться, почему-то додуматься не может. А надо Мы будем в этом направлении тоже. У меня, я уже даже разговаривал с боксерами, которые даже спросил про гонорары, сколько. То есть, опять же, вспомним Федю Емельяненко и Японию. Там, где был турнир среди бойцов смешанного стиля. То есть они туда армрестлеров не звали. То есть позвали там 10 человек, там 15 бойцов смешанного стиля. У них ни техники, ничего нету, но они там знали, как это делать. Это было интересно и прикольно и красиво. Опять же, первый раз прошло все так себе. Второй раз как раз. Первый раз Федя не ездил, первый раз Боб Сап выиграл. Второй раз Федя там попытался, сильный, все хорошо, проигрывает Бобу Сабу. И что мы видим? Федя нашел меня для того, чтобы тренироваться. Понимаешь? То есть, а если в этом году состоялся турнир, то есть вот она, вот движуха пошла, я должен был ехать с ним на этот турнир. Но там отменили все почему-то. Но суть в том, что вот уже идет притяжение, да? То есть я начал там Федю готовить, кто-то увидел, что там я готовил Федю. О, ничего себе, Федя готовился уже, тренировался, надо и мне тренера найти. О, надо и мне.
И вот оно, расползалось, вот эта Посмотреть, сетка. последить за ним. Конечно, это вот, и понимаешь, это люди намного медийнее, чем у нас там в армрестлинге, звезды такие посерьезнее, чем у нас там, да. И вот, насколько бы это все стало популярнее. Вот пример. Вот что надо пытаться сделать. Даже не надо 15 человек, 2 хотя бы завести. И все. Сейчас, понимаешь, есть Инстаграм, соцсети, то есть они, все это движуха, она как бы не просто так. Даже если мы посмотрим на поединок, когда Емельяненко с Аклаевым, это же тоже не просто так. Там То есть телеканалы все. там же, понимаешь, там же тоже не глупые люди сидят. То есть с точки зрения спортсменов все такие, ага. А с точки зрения популяризации они все сделали правильно. Они аудиторию Силовой спорт весь смотрел. притащили сюда. Понимаешь? Вот и все. Вот вам подсказка. Тут далеко ходить не надо. Использовать будем советы, да. За ней брать в оборот, пусть катает. Потому что когда есть хороший призовой фонд, надо просто, между прочим, кроме того, то, что спортсменам там сделать более-менее нормально, может быть, кусочек забрать и сделать вот что-то. Да, по что рядом. А как вы относитесь к ставкам в спорте? Вот на Западе это популярно, и на армрестлинг ставится. Правильно? Понимаешь, тут я это все мониторил, и я понимаю то, что в основном эти ставки в популярных видах спорта, где очень много поклонников, скажем так, да, где популяризации не надо никакой. И там тоже сидят неглупые люди, зарабатывают деньги. Если здесь найдется тот, кто будет все правильно делать и зарабатывать, вникнуть в это, то и сам армрестлинг совсем выйдет на другой уровень. То есть это, понимаешь, это поставки. Да. В принципе, я иногда там мониторю какие-то моменты, в том же армрестлинге, то есть я понимаю, как там по сути легко. А там же ставки, которые, скажем так, под вопросом, контора не понимает, она говорит организатору турнира, если хотите, берите эту ставку на себя. Вы за нее расплачиваетесь, и вы за нее получаете деньги. Нам заплатите там 10%. Если туда прям зашел бы человек, который хочет заработать, то там вот эти все манипуляции, они очень простые. Но надо кому-то этим заняться. И тогда бы армрестлинг вышел на другой уровень. Нет насчет прозрачности в этом вопросе, то, что человек может поставить против себя и специально отдать руку? Ну, знаешь, футболисты тоже бывало ставят. Вот, допустим, в Италии тогда там все были пойманы. Ну, тут уже как бы никто от этого не застрахован. Тут уже как бы, я же и говорю, это просто я в каких-то моментах мне рассказывали, как это делается в плане ставок. Ну, тут не без этого. Но в любом случае это выйдет на другой уровень. То есть это будут другие гонорары спортсменам. Все будет. Понятно то, что не исключено, то, что где-то будет договорняк. Не исключено. Понимаешь, такие подводные камни, где можно, ну, допустим, Ларов с Ливановым борется. Вот я организатор ставки. Коэффициент 24, этого вообще там нету. То есть я понимаю, что Ливан сильнее намного. И ставка вроде бы правильная. Но ставка настолько, Лавар, это шоколадная, да? То, что я 1000 рублей поставлю
ну, так, выброшу просто на ветер, не пожалев эту 1000 рублей на дурака, скажем так, на Варата. А вдруг, я даже знаю тех, кто по 100 долларов на него поставил. И с точки зрения подписчиков и медийности Варата, я понимаю, то, что, блин, ну там, Может интерес подогреть. возможно, там 1 000 000 человек по 1000 рублей поставило, понимаешь? Ну, я вот так, утрирую рублей, я имею в виду, там 10 долларов где-то за границей. Где-то канадских рублей, где-то Да, что-то. 1 000 000 человек тупо взяли и поставили. И все. Просто Милан выиграл, ставка не сыграла. Вот тебе и правильный ход. Варата сделали коэффициентом на Ливана 1,2, а на Варата там 1,8. Вроде бы тоже не фаворит. Но разрыв маленький друг возле друга. То есть должна быть организация, которая, вот, наверное, одна.